«Противостояние святого» очень интересный мир и путь культивации. Ван Линь пошел сразу двумя путями. Тем не менее, как и везде здесь, эксперты увеличивают свою силу, преодолевают преграды в уровнях и достигают новых высот. Мы рассмотрим ранги культивации в аниме «Противостояние святого» от самого низкого до вершины, пика мастеров. Это будет очень полезно, так как по ходу сюжета иногда можно запутаться в рангах и уровнях. Культивация в аниме «Противостояние святого» делится на так называемые шаги – первый, второй, третий шаг и так далее. Первый шаг – это олицетворение слова «совершенствование». Второй шаг – это переход от слова «совершенствование» к слову «познание дао». Третий шаг – это истинное значение дао. Про четвертый шаг мало что известно. И еще название уровней мы берем с оригинала. Так правильно, но для понимания будем упоминать вариант из аниме. Итак, первый шаг культивации. Сюда входят целых 7 уровней или рангов. По сути, Ван Линь все еще на первом шаге культивации из 4. Первый начальный уровень – концентрация ци. Он заключается в использовании духовной энергии неба и земли для очищения тела изнутри. Это необходимо для того, чтобы заложить основу для следующего уровня. На этом уровне изучаются две техники дыхания – техника сбора ци и ее полная противоположность – техника рассеивания ци. Первая используется постоянно для продвижения в культивации, а вторая – в качестве страховки во время попыток прорыва, например, при создании основы и далее. Второй уровень – создание основы. После накопления достаточного количества духовной энергии на предыдущей ступени, культиватор начинает циркулировать духовную энергией по всему телу. Таким образом, духовная энергия очищает тело и совершенствует его, делая более подходящим для совершенствования. Это называется создание основы. На самом деле, это настоящий первый шаг на пути совершенствования, а уровень концентрация ци не более чем подготовительный. Существует 3 основных метода для создания основы. Первый – использование большого количества ци для самостоятельного совершенствования тела, однако это самый сложный метод. Второй – более распространенный метод – помощь культиватора зарождения духа, но это доступно для влиятельных семей и сект. Третий – кража чужой основы. Этот метод абсолютно надежен, если все сделано правильно, но для его применения требуется живой культиватор уровня основы. В качестве побочного эффекта пользователь также получит хотя бы часть врожденного таланта жертвы. Мы помним, что Ван Линь использовал основу другого мастера для прорыва, и все прошло успешно. Этапы. Ранняя стадия, средняя стадия, поздняя стадия и пиковая стадия иногда называют псевдоядро или лжеядро. Следующий третий уровень – создание ядра. На этом уровне культиватор превращает духовную энергию в твердое ядро, затем соединяет ее с меридианами в нижней части живота. Также есть несколько методов создания ядра. Первый – правильный метод – превратить энергию ци в твердое ядро в области дантянь. Второй – метод ложного зеленого ядра. Третий метод – кража чужого ядра. Четвертый – метод практики желтого источника. Этот метод практикуют демонические культиваторы, кем и является Сы Тунань. Каждый метод рабочий, но с разными результатами и шансами на успех. Делится на раннюю стадию, среднюю, позднюю и пиковую стадию. Ван Линь создал ядро с помощью пилюли Лимувань. И теперь мы подошли к самым интересным уровням, поскольку это намного больший скачок силы. Четвертый уровень – зарождение духа, или зародыш, как в аниме. Ван Линь довольно долго пробивался к этому рангу, чтобы отомстить своим врагам. На уровне зарождения духа культиватор создает духовное тело в своем ядре. Это духовное тело становится вместилищем духовного сознания или души. Это духовное тело выглядит как младенец. Продвижение по стадиям от ранней до пиковой проходит через познание концепции дао, или, как это было названо в аниме, состояние сознания. Например, Ван Линь построил домен жизни и смерти через сравнение сложного понятия жизни и смерти с простым явлением дождя. Падение капли с неба до земли – это жизнь, после падения – это смерть. Ван Линь достиг сферы жизни и смерти, прожив среди людей одну обычную смертную жизнь. Формирование духа или обожествление, как в аниме. Это 5-й этап развития, характеризующийся созданием изначального духа. Формирование духа означает большие перемены для страны. Каждый культиватор, достигший этого уровня, возвышает страну и позволяет ей рождать более талантливых культиваторов. Самое значительное визуальное различие между зародышем и формированием духа заключается в том, что первый напоминает младенца, а второй является взрослой копией владельца.
Первый метод заключается в том, чтобы следовать по стопам кого-то другого и копировать его сферу. Этот метод проще, но немногие культиваторы уровня формирования духа готовы демонстрировать свои способности. Второй метод – полностью положиться на себя и попытаться постичь небеса, чтобы найти собственную сферу. Этот метод очень сложный. Очень малая часть людей могут постичь свой домен, поэтому большинство культиваторов выбирают первый метод. Чтобы перейти на этот этап, практикующий должен слиться с миром, постичь небеса, затем формируется изначальный дух путем слияния сферы с духовным сознанием культиватора в его зародыше. Во времена правления царств бессмертных культиваторы проходили небесные испытания на пике формирования духа, и если им удавалось это пережить, они возносились в царство бессмертных. Они превращались в небожителей и обретали бессмертное тело, а их культивация достигала уровня монарх, как и у других бессмертных. В те времена система культивации отличалась от нынешней. Также делится на 4 стадии – ранняя стадия, средняя стадия, поздняя стадия и пиковая стадия. Но сейчас следующий этап – трансформация духа или трансформация зародыша, как в аниме. 6-й уровень, который был создан простыми культиваторами после гибели царств бессмертных. Больше не было такого явления, как небесное испытание, поэтому люди не имели возможности пережить это испытание, вознестись в небесное царство бессмертных и обрести бессмертное тело. Люди создали промежуточный уровень для создания бессмертного тела, самостоятельно без помощи бессмертных. Это и есть трансформация духа. Первый шаг – замещение духовной энергии в изначальном духе на энергию бессмертных. Второй шаг – переход изначального духа из бестелесного состояния в телесное. Как только человек достигнет стадии трансформации духа, его сфера материализуется, и его сила достигнет невообразимых масштабов. Кроме того, этот человек сможет поглощать энергию бессмертных. Это означает, что все его техники и заклинания будут содержать энергию бессмертных, что сделает их более могущественными. Ключом к прорыву от стадии формирования духа на стадию трансформации духа является количество кристаллов бессмертных. Чем больше кристаллов бессмертных, тем плотнее будет энергия бессмертных и тем выше будет шанс прорваться на высшую стадию. Когда культиватор формирования духа становится культиватором трансформации духа, его духовная энергия претерпевает одно из двух изменений. Первое заключается в том, что вся духовная энергия вытесняется из тела, а затем, когда в теле остается только энергия бессмертных, тело преобразуется и прорывается на уровень трансформация духа. Этот метод относительно прост, и именно его выбирает большинство культиваторов. Однако вся эта духовная энергия расходуется впустую, и ее придется восстанавливать. Кроме того, их развитие на ранней стадии трансформации духа в конечном итоге оказывается нестабильным. Этот метод также требует, чтобы культиватор в течение 100 лет занимался культивацией в закрытых помещениях, чтобы подготовить свое тело и заново восполнить всю потраченную энергию. Второй метод заключается в том, чтобы очищать духовную энергию в своем теле до тех пор, пока она не достигнет того же качества, что и энергия бессмертных. Этот метод очень сложен, так как духовную энергию необходимо постоянно совершенствовать. Но если все получится, это даст большое преимущество на ранней стадии трансформации духа. Не нужно будет заниматься культивированием в уединении в течение 100 лет, и результат будет таким же. Ну а дальнейшие ранги культивации мы рассмотрим в следующем видео, поскольку еще очень много информации, и это даже еще не закончился первый шаг. Как всегда, большая благодарность за подробный материал Казбек. Большое спасибо за просмотр, напишите в комментариях, интересно ли вам продолжение рангов культивации. Если да, то поставьте, пожалуйста, побольше лайков под видео в YouTube, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.